Друзья, всем здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Настя Лосева. Вы на канале Рецепт вкусной жизни. А мы сегодня с вами опять в теплице. В теплицу вас сегодня привела. Вы даже не поверите, что я сегодня буду делать. У нас сегодня 1 апреля на дворе. Я сегодня буду высаживать огурцы и кабачки. Я привезла рассаду. Сегодня буду делать для вас видео о том, каким образом. Ну, я знаю, что еще не во всех регионах так тепло, но если не считать южные регионы нашей страны, не так тепло, как у нас. Я сейчас вам скажу по погоде, сориентирую, какая у нас погода, чтобы вы знали условия, в которые можно высадить огурчики и кабачки. Но высаживать-то я их буду в теплицу, вы знаете. Но особым способом, который сейчас все расскажу. Ну, видео уже были на моем канале. Еще раз проговорю все и повторю. Смотрите, как хорошо выглядят розочки из Леруа Мерлен, которые я высаживала вот в эти технические горшки. Видите? Хочу заострить ваше внимание, что я эти розы, с этих роз не снимаю воск, а сажаю прямо так. Почему не снимаю воск? Ну, во-первых, смотрите, воск защищает от ожогов стебли, потому что они были в коробке все это время. Не привыкшие, не закаленные к солнечному свету, могут появиться ожоги. Поэтому нам этого не нужно. И вот мне кажется, что даже еще более зеленые и новые листики появились. Но, во всяком случае, я вижу, что появились побеги вот на том растении новые. Значит, что я сейчас сделаю? Я его поставлю. Смотрите, у меня еще тюльпанчики здесь. Видите? Скоро как расцветет, будет такая клумба тюльпановая. Поставлю и обязательно накрою укрывным материалом, потому что листья могут сгореть. Видите, какое солнце у нас здесь. Кстати, форточки открыты, потому что жарко. У меня основное время укрывной материал весь наброшен на дуги. А сейчас я сняла, потому что поливала. Так, второй сейчас поставлю. Здесь как раз мои кабачки и огурцы, которые буду сегодня высаживать. Сейчас буду вам показывать. Вот, видите, новые побеги вот совсем появились. Сейчас фокус от нас убежал. Сейчас покажу. Еще шпинат у меня сидит. Вот так поставлю, чтобы можно было накрыть. Вот, видите, новый побег. Новенький. Вот новый побег. И вот здесь вот пустил, этого не было. Короче, хорошо себя чувствует. Но смотрите, тем не менее, даже если вы не снимете воск, видите, хорошо почки просыпаются и начинают вылазить. Вот почка. То есть все почки пройдут, вы не переживайте, через воск. Но таким образом будет защищено у вас растение. И я его накрою, как сейчас сказала. Накрою, чтобы не сгорели листья. Итак, что продолжает тут расти? Покажу вам. Посмотрите, как щавель. Хорошо, вот щавель обязательно нужно. Чесночок. Вон там еще у меня щавель. Это рассада лука. Салаты зашли. Тоже, видите, строчка. Тут, конечно, сходят сразу и сорняки. Я сейчас скажу, какие сорняки я не убираю. Это шпинат. И на этой грядке тоже руккола. Хорошо взошла, видите, рядами. Да что ж такое сегодня? Руккола. Здесь горчица. Вот такая красивая. И здесь тоже везде взошла редиска. Морковь еще не взошла. Морковку я меньше недели назад сеяла, так что она еще не взошла. Смотрите, ну вон там редис, вы видите, уже побольше редис, и лук какой стоит красивый в конце. Скоро собирать уже будем. Есть у меня сорняки, которые я не удаляю. Ну, даже когда они уже подрастут, которые мне нужны. Для чего они нужны? А вот как раз меня многие люди, когда я рассказываю, спрашивают, где вы весной возьмете зеленое удобрение. Я рассказываю, что я удобряю зеленым удобрением. Уже через месяц ваши огурцы и кабачки, которые вы посадите сегодня, мы с вами посадим сегодня, вы чуть позже, может быть, посадите, нужно будет удобрять. Удобрять как? Я придерживаюсь природного земледелия, поэтому удобряю все только
органическими удобрениями. Ну, и минеральными тоже, но я имею в виду, что не химическими удобрениями удобряю, а сама делаю. И спрашивают, где вы берете там в мае. Все это неправда. А вот как раз для этого я из теплицы и не удаляю сорняки. Смотрите, крапива у меня здесь растет. Чистотел растет. Растут одуванчики. Вот. Но эту мелочь я, конечно, потом... Основная вот эта вот мелочь, она уйдет. Я, когда замульчируешь, ее не будет. Это мелкая трава. А вот такие растения, вот сейчас они подрастут. Я их выкопаю вместе с корнем, уберу в ведро и сделаю... Вернее, даже не в ведро, я делаю по-другому удобрение, чтобы оно не пахло. Я вам потом расскажу, как сделать. И вот, пожалуйста, этой смесью мы сможем уже поливать наши кабачки и огурцы в мае спокойно. Вот там у меня еще крапива растет. Но ко всему прочему вы видели, что у меня... Вот видите, у меня крапивка. У меня есть щавель. И с этим щавелем я делаю молодой зеленый борщ. Давайте теперь перейдем к посадке огурцов и кабачков. Вот мои мешки, в которые как раз я и буду сажать 2 огурчика, 2 кабачка. Кабачки у меня будут плодоносить весь сезон. Ну, в принципе, как и огурцы, это уже проверено. Почему сажаю 2? В прошлом году я сажала 1. Разные я сажаю специально для вас, для канала. Мне бы хватило и 1 на ранний урожай. Сажаю разные. Сейчас сорта тоже обязательно покажу и расскажу, какие, как выглядит рассада. Увидим, что лучше, какие лучше. Будем отбирать сорта для раннего урожая. Смотрите, вот у меня один мешок. Вот здесь уже с грунтом. Немножко только подсыпать осталось. Вот второй мешок. Отвечаю сразу на все вопросы. Значит, кто-то говорит, что эти мешки не выдержат и истлеют за сезон. Показываю вам мешок, в котором, видите, он даже не развернут еще с прошлого года до конца. Можете посмотреть видео. Вот именно в этом мешке, видео прошлогоднего года, я сажала огурец в прошлом году весной. Все лето он стоял здесь в теплице с огурцом. И в этом году он абсолютно не истлел. Он крепкий, в него можно положить или посадить, положить грунт и посадить еще раз. Так что мешки вот эти спокойно выдерживают. Но 1 сезон они точно выдержат в вашей теплице. А кабачки я сажаю вот в эти ящики. Они тоже истлевают. Это не секрет. Они пластиковые, никуда они не деваются. Но вот эти вот ящики, во-первых, можно их взять абсолютно бесплатно у продавцов овощей. Это из-под китайских овощей и фруктов ящики. Они истлевают, да, вот здесь у меня, видите, ручка уже сломалась в этом году. Но на этот год еще хватит. 3 года он спокойно вам служит. Расскажу сейчас, зачем и как забиваю для тех, кто еще не видел видео. Если вы это уже видели, если вы пользуетесь этими методами, можете не смотреть это видео. Не надо мне писать, что я не открываю Америку, что я уже давно все этим пользуются. Не все пользуются этим методом. Многие до сих пор против и пишут мне, что у них ничего не растет. Вернее, они пишут, что не у них ничего не растет, а что это ерундовый метод и ничего так не растет. У меня растет уже так 5 лет в этих ящиках. Ну, не вот в этих конкретно. Сейчас опять кто-то зацепится за слова. Эти ящики 3-й год вот этим способом. Не моим. Не знаю, где его взяла. Как-то вот я так выращиваю. Потому что каждому слову придираются, когда говоришь моим способом. Не моим. Вот этим способом я выращиваю 5 лет уже кабачки. Для того, чтобы получить ранний урожай в мае, быть с кабачками. Не потому, что они не вызревают, а так. Сейчас все покажу более подробно. И смотрите, я вам говорила, что обязательно высаживаю еще на рассаду свеклу. Вот я сегодня ее привезла. Запуталась уже листик. Уже большая рассада. Свеколку сегодня посажу. И вот здесь у меня тоже взошла свекла, которую мы с вами тоже сеяли. Это для улицы. Но еще слабо взошла, но всходит. Вот видите, всходов здесь много. Ну что, давайте приступим к посадкам. Так, я вам обзор основной сделала, что и как, чтобы вы видели, какая ситуация. По погоде вас сейчас тоже сориентирую. Сначала давайте с вами поговорим о тех сортах, которые необходимо выбирать для получения раннего урожая. Я сегодня буду высаживать 2 огурчика. Им на данный момент, если от посева считать, то 10 дней.
Вот у меня написано, посеян он 19 марта. А всходов получается неделя. Он где-то на 3-4 день, по-моему, на 3-й день они у меня взошли. Получается, что недельные огурчики. В этом возрасте, посмотрите, у него будет вот такая. То есть формируется только, начинает формироваться первый настоящий листок. Это самый оптимальный способ, самый оптимальный возраст, как я считаю, для посадки на ранний урожай, таким способом, который я сейчас вам покажу. Как посадить? Есть 3 способа. Вообще не бойтесь сажать вот такие культуры на рассаду. Их достаточно легко пересаживать, если она не перерощенная. Вообще рекомендуют, чтобы возраст рассады огурца был где-то 20 дней оптимальный. Но вот мне нравится вот такой более молодой огурец. Он есть нюансы в его посеве. Я как раз вот из всех способов выбираю вот с этим, с выдвижным дном. У меня такое донышко выдвижное. Вот видите, как я сейчас вам покажу корневую систему, как она выглядит. Она только добралась до дна. И вот самое главное вот в этом всем сохранить вот этот вот длинный корень, не повредить. Видите, вот он корешок. Мы его трогать сейчас не будем. Я поставлю обратно в стаканчик. Это я вам показала, как выглядит корневая система у 7-дневного огурца. Если вы будете выращивать его дольше, естественно, корневая система будет более разросшаяся, и тогда сложнее его пересаживать. Это во-первых. А во-вторых, когда у вас большой габитус, есть опасность повредить стебель, надломить и так далее. Поэтому вот я рекомендую вам для получения раннего урожая высаживать 10-дневную где-то рассаду. Теперь давайте поговорим об условиях. Ну и по сортам. Значит, у меня сорт Маша и еще сорт называется Муссон. Как я выбираю? Во-первых, огурец должен быть ранним, вступать в плодоношение на 30-40 день после всходов. Не должен быть он сильно агрессивный в росте. То есть берите огурец, у которого боковые пасынки развиваются не очень быстро. Обычно это все есть в описании к сорту. То есть написано либо очень активно развивает боковые пасынки, либо наоборот. Чтобы были короткие междуузлия и чтобы формировал несколько завязей в одной пазухе. Ну, от 2 хотя бы завязей, 2, 3, 4, бывает даже больше завязей в каждой пазухе. Как формировать эти огурчики, я вам потом покажу. Хотя я взяла огурцы, которые слабо развивают боковые побеги, но все равно их нужно будет формировать, потому что вот в этом ограниченном пространстве нам сложно будет закрепить вот эти вот все пасынки. Остальные огурцы я выращиваю по-другому. Именно те, которые в мешках, я формирую особым образом. Поэтому, чтобы не пропустить вам вот эту информацию, эти публикации, рекомендую вам подписаться на канал, и тогда вам будет приходить оповещение о новых выпусках. Давайте поговорим о погоде. Какая в моем регионе сейчас погода? Значит, я живу в Владивостоке, как уже многократно говорила. Сегодня 1 апреля, я высаживаю на ранний урожай недельные огурцы. На улице ночью у нас примерно до -5 бывает, но обычно -3, вот так вот. Днем до +8 градусов, но иногда на солнце до +10 нагревается несколько часов, вот в самую середину дня. Вот такая сейчас у нас погода. Соответственно, при наступлении в вашем регионе таких же условий вы можете подгадать, на неделю раньше высадить вот эти огурчики, посеять. Они у вас вылезут, и при наступлении таких же условий вы можете в своем регионе посадить огурцы на ранний урожай. Я специально вам говорю условия, какие сейчас у меня на улице, чтобы вы могли ориентироваться под свой регион. Что теперь мы будем делать? Значит, если я с прошлого года, так как мой опыт прошлогодний был удачный по высадке огурцов, выращиванию огурцов в мешках, я летом заготовила в мешках из-под рассады, я показывала, из-под грунта рассадного, заготовила землю. Этот мешок из-под агриколы. На агриколе я выращиваю всю свою рассаду.
Положила туда скошенную траву. Сверху осенью я засыпала туда небольшое количество грунта сверху. Для того, чтобы быстрее происходило компостирование. Соответственно, у меня два таких мешка для огурцов. Его легко подкатать, а потом, когда нам летом, мы несколько раз летом будем опускать плети и подсыпать сюда питательный грунт, так как здесь питания в мешке недостаточно будет один раз положить и забыть. Поэтому мы сейчас его подкатываем, будет свободное место, а летом мы сможем его раскатать и досыпать сюда плодородного грунта и удобно расположить здесь плети. Что делать, если вы вот в этом году первый раз со мной решили выращивать и не заготовили такие мешки? Вы можете взять старую мульчу. Я рассказывала о том, что я не выбрасываю мульчу с грядок в теплице, складывала. Вот здесь вот у меня лежит кучка мульчи с прошлогодней. Она мне сейчас тоже пригодится. Ее можете тоже также набивать в эти мешки и сверху засыпать грунт. Ну вот в теплице уже оттаяло, либо покупной грунт брать и также высаживать. Какие удобрения я сюда буду добавлять, так как, конечно, нам нужен питательный грунт. Удобрение огурцов весь сезон я использую вот такое удобрение от Organic Mix. Оно открытое, видите, это как бы не то, что там я вам что-то рекламирую, это куплено за свои деньги. Я реально им пользуюсь, он у меня находится вот здесь в теплице. Так как я мало выращиваю огурцов, мне вот этого пакета, который стоит, ну, недешево, конечно, но вот хватает, видите, его сколько, еще больше половины, мне еще на этот год его точно хватит, а может быть и на следующий тоже. Здесь есть мерная ложечка. Что еще можно использовать, если вы не хотите или у вас нет сейчас Organic Mix, вы не можете его купить? Я в своей работе на огороде использую вот такие, не обязательно от этой фирмы, но гранулированный конский перегной. И есть еще куриный перегной, тоже такой же гранулированный продают. Его также можно использовать. Я его удобряю и малину. Для огурцов. Короче, для всего, куда вы добавляете перегной. Видите, вот такие вот как гранулы. Можем сейчас... Вот здесь вот комплексное удобрение. Содержит и азот, и фосфор, калий, кальций, магний, серу, цинк, железо, бор. То есть здесь как бы собраны все микроэлементы. Поэтому сейчас вам покажу, что у меня здесь в мешке уже находится. Вот так выглядит субстрат в моем мешке, где я буду выращивать огурцы. Я уже насыпала земли, но первоначально вот так вот трава там была, только одна трава. Это будет второй мешок, видите, но он скомпостировался. Я его периодически поливаю. Этот компост, этот субстрат очень влагоемкий. Сверху просто насыпаете грунт. Когда грунт засыпан туда, ну, должно быть где-то 5 сантиметров грунта, вот так. Я сейчас вот этот конский навоз сюда покрошу, немножко перемешаем. И сюда же ложечку Organic Mix для огурцов. Вот так он выглядит, гранулы. Тоже просто вот так рассыплю. Это будет удобрение на первое время, чтобы растение себя хорошо чувствовало. И что мы теперь делаем? Теперь бирочку мы не теряем. Она нам пригождается и дальше. Вытаскиваем. Вот удобно очень выращивать со съемными дном стаканчиками. Но еще другие способы вам тоже я показала уже. Так что не бойтесь выращивать рассаду огурца. В принципе, вот если с ней вот так обращаться, то она прекрасно переносит пересадку. Можно выращивать и в обычных стаканчиках, если вы уже опытный огородник, не боитесь. Но если пока опасаетесь, то используйте вот те способы, которые я вам сказала. Что теперь очень важно, смотрите, мы в этот грунт не закапываем, чтобы опять же не повредить никакие корешки. Я аккуратно растения ставлю сверху. Вот так поставила стаканчик.
Видите? И теперь я беру еще грунт. И засыпаю этим грунтом вокруг. То есть я не закапываю вот это растение, а засыпаю по бокам. Ставлю стаканчик. Буду такой слоеный пирог делать сейчас. Вот так засыпала. Теперь я беру вот ту же самую прошлогоднюю мульчу или все, что у вас есть. И выкладываю слой вот этой мульчи. Аккуратно, чтобы не повредить наше растение. Во-первых, вот эта мульча, как я уже сказала, очень влагоемкая. Когда мы будем поливать, она в себе будет задерживать воду, а потом она будет задерживать и тепло, и корням огурца будет очень хорошо. Если у вас нет прошлогодней мульчи, вы можете использовать отходы. Вот сейчас вы будете свои клумбы расчищать. Там листья от ирисов, листья еще от чего-то. Вот все, что вы накрываете, чем клумбы. Это все вот эти отходы можно использовать. Листья, листовой опад. Вот так мы сделали. И теперь я еще раз присыпаю сверху землей. Что очень важно, мы не заглубляем этот огурчик, а сажаем его так, как он есть. Потом уже мы сможем с вами его заглубить. Почему? Объясню. Сейчас земля все-таки, которую мы с вами засыпаем, еще холодная. И поэтому не нужно, чтобы... То есть та часть растения, которая в земле, уже привыкла к грунту. И тем более она защищена. Там свой у нее грунт домашний. А если мы холодную землю сейчас подсыпем вот к этому растению, то могут появиться грибковые заболевания. Нам этого с вами не нужно. Поэтому мы засыпаем так, как оно росло, не заглубляем. Потом, когда потеплеет, мы сможем подсыпать еще сюда и грунта. И когда у нас появится зеленая трава, мы будем подкладывать мульчу. Вот таким образом мы все посадили. Теперь нам хорошо нужно полить. Поливать тоже нужно особым образом. Итак, самое главное, очень важное, это не заглублять сейчас растение, оставить так, как я его поставила, и потом засыпать. И теперь мы с вами посадим кабачок. Для посадки кабачка я использую такую же, вот видите, эту мульчу старую собрала. Вот такие ящики. Эти ящики мы будем с вами закапывать в грядку. То есть вот именно эти кабачки у нас будут плодоносить весь сезон. Какие кабачки, какие сорта кабачков я использую для этих целей? Вы можете, конечно, попробовать любые свои любимые кабачки. Но я в прошлом году удачно выращивала. Это кабачок Ясмин. Вот семена партнер. Плодоносит одновременно, там 5-6 плодов у него созревает. Очень урожайный и устойчив к разным неблагоприятным условиям. И кабачок Кавилли. Кабачок Кавилли — это тот, который с такими пятнами на листьях, которые многие думают, что это заболевание. Это не заболевание, это такой у него пятнистый листик. Вот эти два кабачка я в этом году и буду выращивать. Рассада кабачка у меня выглядит вот так на сегодняшний момент. Это кабачок Ясмин. У кабачка Ясмин немножко по краю, это вот нормально, видите, желтая кайма на листиках, и даже на взрослых тоже есть. Тоже у него только один настоящий листочек начал развиваться, хорошие семидольные листья, и вот уже второй начинает выходить из пазухи. Использую также стаканчики со съемным дном.
Так же, как и огурчики, этому кабачку возраст 10 дней от посева, то есть неделя от всхода. И, как я сказала, считаю этот возраст оптимальным. Итак, в этот ящик мы с вами набили все растительные остатки. Также засыпаем немножко грунта. Дальше схема у нас одна и та же. Единственное, что этот кабачок мы с вами, как я уже неоднократно показывала, будем закапывать в грунт. Зачем нам нужна вот эта мульча внизу? Вы скажете, что можно было бы все засыпать грунтом. Во-первых, смотрите, мы не делаем тяжелую работу, стараемся не делать с вами. Если вы полностью засыпете грунтом вот этот ящик, он будет неподъемный, особенно когда вы его польете. Если у вас нет, например, вот этих растительных остатков для кабачка, вы можете взять черный укрывной материал, нетканный, и застелить изнутри стенки ящика, чтобы не просыпался грунт, и также засыпать в него землю. Дальше мы даем питание. Тот же самый перегной и тоже удобрение от Organic Mix для огурцов. Огурцы и кабачки — это родственные культуры, которые любят покушать и любят покушать одно и то же. Так. Вытаскиваем наш кабачок аккуратненько. Посмотрим корневую. Ну вот она тоже только достигла дна. Видите, какая хорошая. Если у огурца поверхностная корневая система, то есть у него корни не уходят далеко вглубь, поэтому посадка в мешок ему самое то. Мы насыпаем немножко грунта сверху. В принципе, все корни будут располагаться сверху. Постепенно растительные остатки будут осаживаться, и огурцу будет хватать питания. У кабачка немножко другая система. У него корни более глубоко уходят в землю, поэтому я сажаю именно в ящики таким способом. Вот через эти дырки мы потом, когда ящик закопаем, растение сможет проходить в землю, и вы увидите, если хотите посмотреть раньше, у меня уже есть видео с прошлой осени. Также ставлю просто сверху. Вы увидите, сколько червей, прям клубней червей, которые вырабатывают биогумус, изготавливают поеданием органики, скапливается вот в этих ящиках вместе вот это залегание вот этой органики. То есть они все это за сезон, они все это перерабатывают, и кабачок, получается, у нас растет на очень питательном грунте, на биогумусе, можно сказать. Естественно, что он плодоносит долго, он здоров и счастлив. Так, и по той же схеме засыпаем вокруг. У стенок вот здесь прокладываю мульчу, чтобы не высыпался грунт. Если вы черным нетканым застелили, то можно этого не делать. Также очень важно, не заглубляйте, чтобы холодный грунт не касался стебля сейчас. Далее мы сейчас польем его. Что важно знать при поливе, тоже сейчас расскажу. И это еще не все. Еще не все. Так, хороший грунт. Трамбуем немножко. Потом, когда растение адаптируется, можно будет сверху подсыпать ему еще немножко земли. Он ее освоит. А пока вот так будет вполне достаточно.
Как поливать наше такое растение? Итак, мы должны его поливать обязательно так, чтобы вода не касалась стебля, потому что холодная и вода еще прохладная, и атмосфера, и грибковые заболевания не дремлют. Поэтому поливаем все вокруг, чтобы не намокал стебель. Потихонечку леечкой. Вот здесь я уже полила, видите, возле самого огурца сухая земля. Смотрите, я сегодня посадила два огурчика и 2 кабачка. Что мы теперь делаем? Теперь мы должны с вами взять пластиковую 5-литровую бутылку. Бутылки у меня старые, но это и к лучшему. Смотрите, сейчас вот эти листики, если у вас солнечная погода будет, могут обгореть. Поэтому, если у вас бутылка такая затемненная, мутная, пыльная, это даже к лучшему. Она будет защищать наш росток от солнечных лучей, от сгорания. Мы делаем ему мини-тепличку. И в этой мини-тепличке он будет находиться до тех пор, пока полностью не заполнит своими листьями внутреннюю часть бутылки. Можно взять 10-литровую бутылку. Если у вас холода будут продолжаться, а растение полностью уже заполнит внутреннюю часть бутылки, вот этой 5-литровой, можно взять 10-литровую бутылку и накрыть сразу. Крышкой не накрываем, потому что там будет парниковый эффект, очень жарко, и воздух должен выходить, иначе есть опасность того, что растение у вас подгорит. Если еще есть... Что ты ищешь? Лейку. Я вон положила на кабионы. Если еще есть у вас такая... Если еще есть мульча, вот эта вот прошлогодняя, можно сверху вот так положить. Это для того, чтобы было больше тепла, больше было парникового эффекта, и влага сильно не уходила из этой коробки. Ну, то есть провести такое мульчирование. Можно сделать это компостом любым. И если сильная большая разница температур между ночными и дневными показателями, то я вам рекомендую вот эти вот, например, 2 ящика поставить и огурцы вместе. На огурцы мы сейчас тоже сверху поставим бутылку. И на все это просто вот так вот накинуть укрывной материал. Я сейчас покажу. Я это сделаю тоже на всякий случай на эту недельку, пока растение будет приживаться. А потом через неделю, если что, сниму. На огурцы тоже поставила бутылки. Вот здесь видно, здесь совсем мутно. Но света, поверьте, будет вполне хватать ему. Вот он, наш огурчик дорогой. Красавчик. Здесь тоже, вон он, наш огурчик. Когда мы садим в пакеты, смотрите, то можно не присыпать никакой мульчой. Просто пакет разворачиваете и подворачиваете вот так вовнутрь. И покрываете грунт. И грунт будет лучше в этом пакете согреваться. Вот так. Все. Ну, сверху еще спанбонд тоже накину. Это для того, чтобы влага меньше испарялась. Потому что поливать все-таки огурец холодной водой не очень хорошо. И чтобы меньше его поливать, а сохранять вот эту вот теплую влагу, мы вот так вот его завернем. Вот. Вот таким образом. 2 огурчика. Там розочки полила. Сейчас обратно буду спанбонд накидывать. Будь здоров! Вот наши огурчики здесь стоят. На них вот так сверху тоже накину, чтобы они находились в такой же теплой вот этой атмосфере. Вот так.
Друзья, ну что, сегодня 1 апреля мы с вами посадили на ранний урожай огурцы и кабачки, с чем я вас и поздравляю. Ну, будем выращивать и ждать урожай вместе с вами. Можете пользоваться моим опытом, он удачный, и вам гарантирую, что все получится. Все вводные я вам сказала, какие температуры сейчас у нас, какие условия, поэтому осталось только не бояться, а делать. Всем желаю хороших урожаев. Всем пока!